Ирина годами отказывала себе во всем, лишь бы позаботиться о муже-инвалиде. Но однажды Андрей забыл на кухне свой телефон, и когда Ирина случайно включила его голосовое сообщение, она побледнела от услышанного. Ирина еле держалась на ногах, когда вышла из здания косметической компании. Рабочий день вымотал ее до предела. Очередные проверки продукции, новые рецептуры, постоянные обсуждения с поставщиками. Вся ответственность лежала на ней, и это давно стало привычным. Она брела к автобусной остановке, машинально пересчитывая дни, оставшиеся до зарплаты. В голове крутились привычные мысли. Ипотека, счета, продукты, дочь, Андрей. Ирина устало вздохнула. Ее муж, когда-то крепкий, жизнерадостный мужчина, теперь был словно тенью самого себя. После того, как он потерял работу из-за болезни, вся семья оказалась на ее плечах. Сначала она верила, что это временно, что он справится, найдет хоть какой-то способ заняться делом, но год за годом ничего не менялось. Она добрела до дома, медленно поднялась на свой этаж и открыла дверь. В квартире было тихо. Андрей, как всегда, лежал в гостиной, уставившись в телевизор. «Привет», — бросила она, снимая пальто. «Ага», — отозвался он, даже не взглянув на нее. «Обычный вечер, и так всегда», — подумала женщина. Ирина поставила чайник и задумалась. Когда-то Андрей был совсем другим, работящим, веселым, полным сил. Он рано начал работать, потому что не хотел тратить время на долгую учебу. Сразу после школы пошел в училище, выучился на водителя и устроился в автобусный парк. Сначала работал на городских маршрутах, но позже получил категорию для междугородних рейсов. Ему нравилась эта работа. Дороги, сменяющиеся пейзажи, новые города. Но организм не выдержал. Годы сидячей работы, постоянные вибрации, неправильное питание и хронический недосып привели к первым тревожным симптомам. В 38 лет он попал в больницу с сильными болями в спине. Потом случился кризис с сердцем. Врачи настоятельно рекомендовали поменять работу, но Андрей упрямился до последнего, пока его не скрутило окончательно. После нескольких госпитализаций он уже не мог нормально двигаться без боли. Именно тогда его мать, Галина Степановна, которая работала на высокой должности в Фонде социальной защиты, оформила ему инвалидность. Ирина приняла это как неизбежность. Она искренне верила, что он действительно не способен работать, ведь Андрей жаловался, что не может долго сидеть, ходить или даже стоять на месте без боли. С тех пор она взяла на себя все заботы. Галина Степановна была женщиной с твердым характером. Ее жизнь прошла в заботах о сыне, и теперь она считала, что Ирина должна продолжить эту миссию. «Ты плохо заботишься об Андрее», — говорила она почти при каждом удобном случае. «Ему нужна поддержка, внимание». Ирина не спорила, хотя внутри все закипало. «Поддержка?» Она каждый день работает, оплачивает счета, обеспечивает еду, лекарства, ипотеку, а Андрей только жалуется на жизнь. Но для свекрови это был не аргумент. «Знаешь, как ему морально тяжело», — напоминала она. «Ты хоть бы почаще готовила что-то вкусненькое, а не свои быстрые ужины». Ирина стиснула зубы, как будто у нее есть время на кулинарные шедевры. После того, как свекровь оформила мужу инвалидность, тот вообще перестал пытаться что-то делать. Не искал работу, ничем не интересовался, только жаловался. А Галина Степановна регулярно повторяла: «Он же инвалид, ты должна его поддерживать, жалеть, ты же его жена». Ирина замечала, что Андрей даже не пробовал разрабатывать мышцы, не занимался ЛФК, не искал варианты работать удаленно. Все, что он делал, это раз в день выходил на одиночную прогулку по предписанию врача, а потом снова ложился на диван и включал телевизор. Ирина привыкла жить в режиме выживания. День за днем она вставала рано, уходила на работу,
а вечером возвращалась домой к очередным заботам. Как-то раз, несколько лет назад, Борис Аркадьевич, ее начальник на производстве, заговорил о корпоративных путевках в санаторий, которые раз в год предлагали лучшим сотрудникам. «Ирина, вам нужно отдохнуть, у вас всегда отличный результат, возьмите эту возможность для себя», — сказал он. Ирина мельком взглянула на бумаги, но тут же вернула их обратно. Отпуск был для нее чем-то далеким. Она не могла позволить себе расслабляться, когда дома ждал Андрей, который без нее не справится. Но у нее появилась другая идея. «А можно эту путевку оформить на моего мужа?» — спросила она. Борис Аркадьевич удивленно поднял брови, но кивнул. Ирина объяснила, что у Андрея серьезные проблемы со здоровьем, и санаторий поможет ему восстановиться. Так началась традиция. Почти каждый год она просила отправлять в санаторий не себя, а Андрея. Он уезжал на лечение, а Ирина оставалась работать. В глубине души она надеялась, что это поможет ему, что после таких поездок он почувствует себя лучше, сможет найти хотя бы небольшую подработку. Но после каждого возвращения все повторялось. Андрей заявлял, что санаторий — пустая трата времени, что ему ничего не помогает, а врачи только разводят руками. Однажды Борис Аркадьевич вызвал Ирину к себе. Он был в приподнятом настроении и сразу сообщил, что для нее есть отличная возможность — командировка в Париж. 6 месяцев на одном из ведущих косметических заводов, полностью оплачиваемое проживание, достойная зарплата. И, что самое важное, дочку Олю тоже можно взять с собой, устроив ее в школу при посольстве. Ирина слушала, но вместо радости в ней росло тревожное ощущение. Она знала, что это шанс, но и знала, что Андрей не справится без нее. Ответ был очевиден. Ирина твердо сказала «нет». Но однажды все изменилось. Она вернулась домой в середине дня. Андрей выглянул из комнаты. «Курьер приехал. Привез Оле наушники. Ждет внизу», — сказал он. Ирина кивнула, но Андрей уже натягивал куртку. «Я сам схожу», — бросил он и вышел. Ирина направилась на кухню. В раковине стояла гора посуды. Она включила кран, и вода попала на экран телефона Андрея. Сенсор среагировал. В этот момент пришло голосовое сообщение от Галины Степановны. Пытаясь вытереть воду, пальцы Ирины случайно коснулись экрана, и сообщение автоматически воспроизвелось. «Андрей, не нравится мне эта твоя идея с переездом Светланы к тебе домой. Плохо для тебя все это кончится. Ты же на полном попечении у жены. Вот о чем надо думать». Ирина замерла. «Светлана? Какая Светлана?» Ее сердце застучало. Она взяла телефон и вошла в мессенджер. Сообщение. «Мам, Светочка такая прекрасная. Я просто влюбился в нее. Хочу, чтобы она жила со мной. Я уже все спланировал. Ирина отказалась от поездки в Париж, но я сделаю все, чтобы переубедить ее». Следующее сообщение от свекрови. «Ты должен понимать, что если Ирина узнает, что ты привел новую женщину в ее квартиру, тебе будет конец». Сообщение Андрея. «Мам, не нагнетай. Откуда она узнает? С соседями ни я, ни она не общаемся. А жена будет хорошие деньги нам высылать из Франции. Ну, как нам, мне и Светочке». Ирина села, ощущая, как уходит почва из-под ног. Последнее сообщение. «Если узнает, порву с ней. Отсужу у нее половину квартиры, подам на алименты. Я ведь инвалид. Пусть работает». Она выбежала из квартиры, нашла в телефоне номер Бориса Аркадьевича. «Я согласна. Я еду в Париж», — сказала она. «Рад слышать», — ответил он. Франция стала ее новым домом. Работа вдохновляла, дочь адаптировалась, рядом был надежный человек, Борис Аркадьевич. Через 2 месяца Борис сделал ей предложение. Она согласилась. Через адвоката подала на развод.
Андрей начал упираться, требовать квартиру, деньги. Но когда адвокат намекнул на пересмотр инвалидности, Галина Степановна приказала сыну «подписывай». Суд подтвердил, что все выплаты по ипотеке были на Ирине. Квартира ушла под продажу. Деньги Андрей так и не получил. Все ушло в счет долга. Он остался ни с чем. Мать его не поддержала. Работы не было. Он устроился на стройку, впервые за много лет действительно испытывая боли. А Ирина больше не жила для мужа. Теперь она жила для себя и дочери. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Ирины? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.